Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 10 января. Поделимся самой актуальной информацией на этот день. Поговорим о народном празднике, который нас ждет с вами 10 января. Что можно делать по народным приметам, что ни в коем случае нельзя делать. А также по традиции, как всегда, уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, 10 января – народный календарь. Итак, 10 января отмечается народный праздник Рождественский Мясоед. И дата праздника выпадает на этот период, когда православная церковь разрешает употреблять в пищу мясо после длительного рождественского поста. Другие названия праздника 10 января – Домочадцев день, День Агафии и Домны, Никанор и Дорофей. Как мы уже сказали, в народе отмечают Домочадцев день, так как сегодня была традиция у наших предков собираться всей семьей, чтобы вместе посидеть за одним столом и пообщаться. И как мы уже сказали, с 10 января начинался мясоед. Мясо было в изобилии, поскольку к Рождеству было принято забивать скотину. Обычно свинью, а значит столы ломились от колбас и всевозможных мясных вкусных блюд. И еду сегодня обязательно солили заговоренной солью. По народным поверьям считалось, что тогда в семье будет царить мир и покой. Никто не будет конфликтовать, и между всеми установится полное взаимопонимание. Парни и девушки 10 января собирались на посиделки, во время которых рассказывали сказки, проводили святочные гадания, а также пели разные народные песни. Молодые люди в это время присматривались и влюблялись друг в друга, потому что летом уже многие из них играли свадьбы. Сегодня было принято прославлять старшее поколение. Отца с матерью сажали во главе стола, говорили в их адрес добрые слова, а также дарили им разные подарки. Чаще платок для матери и теплые носки для отца. Родители рассказывали истории своей жизни и обязательно делились жизненным опытом. После их провожали домой или в комнату, где они спали, а все остальные шли на улицу гулять или в гости к соседям, к родным или друзьям. Во всех деревнях продолжались святочные колядки, которые начались с вечера 8 января, во время которых ходили по дворам и прославляли односельчан, желая им благополучия, счастья, богатства и здоровья. Конечно же, не забывали и о домашней скотине, желали хозяевам, чтобы она плодилась и была здоровой. Все с радостью принимали в своем доме колядующих, обязательно сажали их за стол, угощали пирогами и сладостями. И, конечно же, не забывали одаривать и деньгами. Женщины 10 января после захода солнца читали заговоры на семейное счастье. Делать это нужно было в одиночестве, поэтому чаще всего обряды проводились в бане, в самом тихом и безлюдном месте, где обязательно зажигалось четное количество свечей. Рожденные 10 января всегда сумеют создать домашний уют, а такие люди считаются хорошими хозяевами, будут тянуться к семейному очагу. В качестве талисмана им подходит калцедон. Старинные народные поверья предупреждают, главное, что нельзя было делать 10 января в Домочадцев день, в день Игнатия, это быть в одиночестве.
Дело в том, что согласно народным приметам, сегодня праздник 10 января, который надо проводить только совместно с семьей. В этот день разрешалось как трудиться всем семейством, так и отдыхать, ужинать, кататься на санях, веселиться, играть в игры или же ходить в гости к родственникам. Наши предки строго следовали этой традиции, поскольку тот, кто ослушается данного запрета, весь год будет вынужден находиться вдали от родных, ночуя в чужих домах. Также 10 января ни в коем случае нельзя было занимать деньги или продукты, иначе так из долгов и не выберешься. Женщинам не разрешалось сегодня ставить опару и, соответственно, возиться со сдобной выпечкой. Ослушавшуюся ждало несколько наказаний. Во-первых, было зря потраченное время, а во-вторых, была ссора с самым близким человеком. Под запретом сегодня были вышивание, вязание и шитье. Считалось в народе, что тот, кто 10 января за рукоделие возьмется, тот себе судьбу навсегда запутает. Также нельзя было в домочадцев день подбеливать и печку, потому что считалось, что домовой обидится и покинет дом, а значит останется жилище без охраны от проказ нечисти. Запрещено сегодня было держать и окна открытыми. Семейное счастье может уйти из дома навсегда. Также в этот день приметами не разрешалось переступать порог дома левой ногой, так как нечистые силы могут вместе с вошедшим в жилище попасть. Запрещено было и в домочадцев день дарить беременным куклы, потому что считалось, что роды могут начаться намного раньше. Собранный 10 января мусор из дома не выносили, поскольку, согласно народному поверью, вместе с ним можно было вынести и семейное благополучие, поэтому мусор просто сметали в угол у входной двери. Нельзя сегодня уходить было и одному из гостей, иначе весь год в одиночестве проведете. Если же необходимость была уйти раньше остальных, то просили хозяина провести за ворота. 10 января ни в коем случае не выясняйте отношения, после будет очень тяжело помириться. Также в домочадцев день нельзя было и обсуждать родственников, они могут навсегда исчезнуть из жизни обсуждающегося. Также сегодня начинался рождественский мясоед, поэтому в этот день нужно было, чтобы на столах обязательно стояли мясные блюда, притом самые разнообразные, дабы перед гостями не было стыдно. Также это говорило о том, что весь год хозяева проживут в изобилии и достатке. 10 января обязательно нужно было загадать общее доброе семейное желание. По народным приметам оно обязательно сбывается. И в домочадцев день по народной традиции чествовали самых старших членов семьи, то есть основателей рода. Им дарили теплые вещи, носки, валенки, а также сладости, мягкие пряники или медовые конфеты. И сегодня, 10 января, обязательно проведите практику. Благодаря этой практике вы сможете привлечь прибыль и достаток в свою жизнь. Напоминаем всем, 10 января считается денежный день, поэтому в любое время обязательно положите в сапоги по лавровому листочку и скажите следующие слова: «Я с легкостью освобождаюсь от всех неудач. Пускай мой путь расчищается и становится светлым. Пусть мне сопутствует удача». Даже если вы смотрите видео 10 января уже вечером, возьмите по лавровому листочку, скажите эти слова и положите в сапоги по лавровому листу. А уже 11 января возьмете эти лавровые листочки и выбросите обязательно со словами благодарности. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 10 января 2022 года.
10 января нас с вами ждет 8 и 9 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Овен. И сегодняшний день, 10 января, это время перемен. С другой стороны, это день ответственный и напряженный. Все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Также сегодня активный день, в который могут произойти и непредвиденные события. Вы должны понимать, что сегодняшний день – это переход, когда все трансформации и происходят всевозможные изменения. Поэтому сегодня все эти изменения, которые будут происходить во всех сферах вашей жизни, это и в работе, в любви, в дружбе, и на всех уровнях, как физическом, духовном и энергетическом. Поэтому не удивляйтесь этим изменениям. И эта изменчивость, двойственность и метаморфозы во всем делают именно этот день. При этом, с одной стороны, он будет и неустойчивый, когда меняются все взгляды, когда меняются основания, по которым человек жил раньше. Многие словно рождаются заново и по-другому начинают думать и смотреть на мир. Не нужно встречать изменения этого дня болезненно и тем более давать им отпор. Принимайте все происходящее как есть, не вмешиваясь в этот процесс трансформации. Только так он обратится для вас созидательной и благотворной стороной. Позднее вы увидите, что ваши изменившиеся взгляды и новые отношения более качественные и правильные, нежели были раньше. Отказ от прежних привычек, во многом пагубных, тоже будет вам идти на пользу. Вы очиститесь через это перерождение. Конечно, в эмоциональном плане будет очень сложно сохранить самообладание, так как будет казаться, что вокруг все рушится, а почва уходит из-под ног. Изменчивость этого лунного дня скажется на сумасшедших перепадах настроения, когда неудержимый хохот ни с того ни с сего превращается в истерические рыдания. Так что далеко не все проходит достойно сквозь испытания этого дня. Только самые сильные духом смогут взять себя в руки и сохранить мудрость, спокойствие и рассудительность. И вы знаете, Луна в этот день влияет достаточно благотворно на реализацию всего, что связано с выживанием, и позволяет в большей степени раскрыться заложенным в каждом человеке качеством. Помогает управлять материей при смене физического тела. Возможно, используя подсказки ритмов из космоса в своей жизни, вы сможете раскрыть свой внутренний потенциал. И сегодня происходит увеличение физической и психической активности. Возникает у многих людей желание быть первым. Азарт возрастает и происходят изменения и в умственных способностях. Проявляется творчество, оригинальность, смелость и агрессивность. В это время хочется заниматься чем-то необычным, а не рутиной. По отношению к коллегам начинает появляться энтузиазм и азарт, а также желание много путешествовать, и этим стоит сегодня воспользоваться. Лихие водители и отчаянные пешеходы значительно усложняют ситуацию, поэтому, пожалуйста, если вы водитель или вы пешеход, старайтесь в этот день более трезво относиться к тем событиям, которые будут происходить в мире и вокруг вас. Старайтесь не пить сегодня алкоголь. Что же касается работы, то начальство и его поведение становится и эмоциональным, и импульсивным. Руководство может принимать решения спонтанно, не думая о других. Знаете, вот рубит шашкой то налево, то направо. Поэтому будьте осторожны и постарайтесь 10 января быть подальше от начальства. Также сегодняшний день удачен для поездок, командировок, путешествий, а также судебных разбирательств. Самое время начинать строительство дома, заниматься планированием жилища, перепланированием и перестановками. Также может потребоваться изменение собственной позиции и линии поведения. Самое подходящее время, чтобы по-иному взглянуть на вещи и обдумать жизнь, вспомнить свое прошлое. Что же касательно стрижки, то стрижка в этот день дает возможность избавиться от всего старого и лишнего. Вы таким образом почистите себе карму, освободите квартиру от всего ненужного.
волосы в этом вопросе тоже не исключение, поэтому обязательно 10 января состригите секущиеся кончика и освободите себя для всего нового. Сегодняшний день будет рад встретить вас с новой укладкой или прической. И этим новым сегодня окажется удача в деньгах и даже долголетие. Состригая сегодня волосы, вы улучшите структуру и состояние своих волос. Новая, возможно, более короткая, чем обычно стрижка, окажется вам к лицу. Избавляясь от старого, вы освобождаете место новому. Окраска волос сегодня нежелательна, так как может навредить вашей респектабельности. Волосы лучше всего в этот день уложите локонами.